Всем привет! Сегодня мы прогуляемся с вами по супермаркету Big C и классическому вьетнамскому рынку. Мы посмотрим цены на продукты, сравним их на некоторые позиции в конце ролика и увидим, где же выгоднее покупать продукты во Вьетнаме. Я начну свой обзор с цен на продукты в Big C, который расположен в солнечном городе Да Нанг. Этот супермаркет также теперь называется Go, так что пусть вас не смущает вывеска на входе. Цены на фрукты. Апельсины по 49 донгов за килограмм. Арбузик 10 800 за килограмм. Авокадо 28 900. Драгонфрукты из Фантета. Кстати, действительно, они там произрастают в огромном количестве, прям целыми полями. Местные джекфруты. Привозные яблоки заграничные, вот они стоят подороже. Но здесь бывают и местные яблочки. Ну, это, кстати, тоже привозные. Но здесь бывают местные, которые стоят еще дешевле. Овощи, помидоры 36 донгов за килограмм. Вот эти 31 500. Огурцы 15 и 19. Ну, 18 900 это все равно, что 19. Да, будем считать, будем округлять до 19. Так, капуста такого плана, лучок, картошечка. Во Вьетнаме всегда продается просто огромное количество разной зелени, просто неимоверное какое-то количество. Вот, например, стоит сельдерей. И это самый минимальный пучок, который есть. Обычно вьетнамцы покупают огромнейшими такими пучками, просто вот такими гигантскими. Вот такой прям на всю семью. Во всех крупных супермаркетах а-ля Big C, Lotte Mart, Ion Mall, Большой Винмарт всегда есть огромное количество выпечки всякой разной. Тортики, всякие рулетики вкусненькие. Здесь есть свежевыпеченный багет. Он вот такой огромный и стоит всего лишь 9 донгов или 10 за одну такую буханку. Маленький что-то около 6 донгов стоит. Ой, как вкусно пахнет. Ой, жалко, камера запахи не передает. Прям очень вкусно все пахнет. Рис, основа вьетнамского рациона. Вот такая вот цена за пачку от 3 до 5 килограмм. Местные изделия. Здесь у нас уже готовые такие полуфабрикаты из говядины, свежее мясо. Вот здесь говядина, кстати, хочу сказать, очень недорого стоит, 249 донгов за килограмм. Обычно говядина стоит в районе 300 за килограмм, на рынке 250. Но это, правда, обратите внимание, это цена за вот такое вот мясо с прожилками, а вот если более красивый такой кусочек без прожилок, то уже будет цена 286 донгов. Сео – это у нас свинина. Тоже вот разные кусочки по разной цене. Свинина дешевле, чем говядина во Вьетнаме. Курица. Здесь есть два вида курицы. Вот здесь это домашняя курица. Видите, она еще такого более желтого цвета. Но говорят, что это означает, что она просто домашняя, фермерская. Есть обычная такая классическая, так сказать, курица из супермаркета, вот она уже стоит чуть подешевле. Ну, хотя тоже в зависимости от части этой курицы. Вот, допустим, вот такие вот бедрышки сейчас стоят по 65 донгов за килограмм. А вот уже крылышки, кстати, не знаю, почему они намного дороже всегда, чем ножки, но вот они стоят уже почти 100 донгов, да, за килограмм. Филе куриное 76 донгов за килограмм. Морепродукты. Название рыбы или других морепродуктов, конечно, лучше смотреть через Google переводчик. Сейчас я так прям не скажу. Но здесь примерно можно увидеть, здесь как угорь. Вот здесь вот продаются мидии. Вот мидии, цена 87 донгов за килограмм. Есть вот мидии в ракушках стоит 44 донга за килограмм. Ну, всякие опарыши местные, всякая такая живность. Здесь уже пошла цена на рыбу. Все, что начинается с К, это рыба. Вот это, кстати, очень-очень вкусная рыба. Вот я сейчас вам показываю название. 205 донгов за килограмм. Вот эта рыба, угорь, не угорь, не знаю. То, что это 113 донгов за килограмм.
Баса очень спорная рыба, если честно. Она, конечно, очень дешево стоит, 50 донгов за килограмм, но говорят, что ее выращивают не в очень хороших условиях, поэтому, ну, не очень рекомендуется, конечно, ее есть. Хотя мы ели, пока живы, вроде нормально все. Красная рыба. Здесь у нас местный рыбный соус с очень специфическим запахом. Вот кто был во Вьетнаме и знает, как он пахнет, сейчас очень хорошо поймет меня, вспомнит этот запах сразу. Кстати, делается на юге Вьетнама, вот как раз в районе Пhan Thiet Mui Ne. Там иногда проезжаешь, когда по трассе между Муй Не и Пhan Thiet, там пахнет именно вот этим рыбным соусом. Компания Чинсу стала делать вот таких гигантов. Для сравнения, вот это вот примерно грамм 500. Но здесь, наверное, я не знаю, килограмма 2, наверное, не меньше. Сосиски. Примерно в такую цену. Здесь в Big C продается вкусное мороженое в таких вот больших пачках. Цена как раз, по-моему, 87 донгов за одну такую пачку. Оно есть разных вкусов. Кокосовое с дурианом для любителей. Клубничное, шоколадное, ванильное. Йогурты далатские очень вкусные, рекомендую. Вот здесь особенно привлекательные вот эти вот йогурты. Они есть с сахаром и без сахара. Без сахара сейчас по акции 37 500 за одну штуку. Без сахара они вот такие светло-голубые, с сахаром они темно-синие. Также во Вьетнаме огромное количество вот таких вот сладких йогуртов разных. Тоже все очень вкусные. Берите, какие вам больше нравятся. И вот есть еще молоко. Здесь, кстати, молоко очень выгодно стоит. 37 900. Далатское молоко. Обычно оно стоит 45 донгов в других магазинах. Сливочное масло. Здесь, к сожалению, сегодня нет масла True Milk. Оно тоже достаточно прикольное, недорогое. Ну, цена на сливочное масло примерно вот такая. Здесь у нас отдел готовой кулинарии. 24 донга за порцию. Тут лапша, рулетики и зелень. Супы по 35 донгов. Сейчас время обеда, 12 часов дня. И здесь уже полный такой вот этот мини-ресторанчик, так сказать, местный, биксишный. Вот люди уже заняли все столики, сидят, кушают. Со сладким во Вьетнаме тоже нет проблем вообще. Огромное количество наших всех там знаменитых этих марок. Есть всякие вот такие вот пакеты. Вот эти шоколадки тоже вкусные. 44 300 стоят за пачку. На рынке, конечно, такого нет. Поэтому я вам показываю специально именно в Big C вот этот выбор. Конечно, шоколадками все не ограничивается. Огромное количество тоже всяких разных конфет, печений, вафель. Здесь вот очень выгодно, на самом деле, закупаться на неделю, на 2 вперед. Потому что вы покупаете сразу очень много продуктов. И когда оно оптом, оно стоит действительно дешевле, чем когда вы покупаете просто поштучно на развес в каком-нибудь локальном магазинчике. На втором этаже Big C у нас находится отдел парфюмерии в первую очередь. Здесь всякие разные шампуни продаются, косметические средства. Такой гигантский отдел. Сюда заходите и все, и здесь прям теряетесь. Ну и в Big C также есть отдел домашних принадлежностей всяких, и кухонных принадлежностей. Мы здесь, кстати, как-то брали себе и кастрюлю, и сковородку, и какую-то посуду. Оно все стоит очень недорого. Одежда тоже здесь есть. Единственное, что с размерами, конечно, ну так, надо смотреть, потому что размеры здесь обычно на вьетнамцев рассчитаны. Вьетнамцы все очень маленькие и худые, так что возможно, что здесь не будет среднестатистического европейского размера, но надо смотреть. На самом деле бывают, попадаются и нормальные товары. В самом начале рынка продаются разные цветочки. Один букетик обычно стоит около 50 донгов. Здесь находится ювелирка, вот она, в которой меняют доллары по выгодному курсу. Здесь рынок как рынок, продаются всякие заколочки, одежда и в том числе продукты. Вот здесь местный фудкорт. Есть разные блюда, цены вы видите. От 20 до 25 донгов.
Вот здесь продается мороженое из авокадо. Это местная знаменитость, это чисто дананговская тема. Курица здесь стоит 50 донгов за килограмм. Мы здесь уже брали не один раз. Вот есть такие куриные бедра, есть куриные крылья. Куриное филе, кстати, продают здесь гораздо реже. Куриное филе нужно покупать только в супермаркетах типа Big C. Вот здесь мы брали как-то рыбу. Это похоже на тунец. Стоит 70 донгов за килограмм. Вот здесь, вот у этой тетеньки. У нее такой большой отдел с рыбой. Крабы здесь стоят 230 за килограмм. Лангусты 1 000 000 за килограмм, вот эти большие. Это классический вьетнамский рынок, где вот приезжают люди на байках и покупают прямо с байков. Так вот ходишь пешком между байками и просто пытаешься как-то балансировать между ними. А местные фрукты, смотрите, сейчас начинается low season, сейчас октябрь месяц. В основном все по 20, 25, 30. Виноград 80 за килограмм, манго по 30. Здесь уже яблочки по 40, но они здесь крупнее. Дыня по 25. Это гранат, кстати. Здесь гранат по 35 донгов всего за килограмм. Лонган, вкусная ягодка, стоит 30 за килограмм. Апельсины по 18 местные, вот эти зеленые. Арбуз по 20. Это джекфрут, уже порезанный, готовый, по 35 за кусочек. Маленькие сливы 45 за килограмм. Мангустин стоит 100 донгов за килограмм. Более мелкий 100 и 150 более крупный. А сколько возьмем кокосов? Давай 4. Угу. А, бынза. Бынза. Баунитен? 10. А какой будем, за 10 или за 12? А, окей, this one. 5 quả 11 là 55. Окей. Ok. Okay. No. Yes. Okay, okay. Окей, xin cảm ơn. Cảm ơn. Xin cảm ơn. 55. Окей, xin cảm ơn. Bye-bye. Итак, первая покупка на сегодня. 5 гигантских кокосов. 12 донгов за кокос, но поскольку я взяла 5, то мне сделали скидку 5 донгов. 55 донгов за кокосы. Okay. Виноград получился на 50, яблоки на 43. Xin chào, bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? À? 50. And this? 30. Так. And this? 30. 20. Same. Okay, and this? Yeah. 17. Same. Okay, thank you. Все овощи вышли на 118 донгов. Все вместе. Здесь еще в подарок нам положили зелень. О, баунитен? Самый. Ну там килограмма так 4, наверное. 3 или 4. Здесь прямо возле рынка есть Рахат Бейкери. Его держат русскоязычные ребята. Здесь очень вкусные всякие продаются манты с бараниной и с овощами. И всякая вкусная выпечка. Еще у них есть лепешка из тандыра. Еще у них здесь кефир, снежок, ряженка, гуляш, сметана. Так, пицца. Плов с баранины, вот 100 донгов. Теперь давайте сравним основные продуктовые позиции в Big C и на рынке. Как видите, цены на некоторые продукты на рынке ниже, чем в Big C.
Однако в Big C гораздо больше выбор, и туда очень удобно приезжать, чтобы затариться продуктами на неделю вперед. Рынок не так удобен в плане покупок на неделю вперед, но сюда можно приходить за разовыми покупками или чтобы просто ощутить вьетнамский колорит. Вот такие цены во Вьетнаме у нас сегодня. Напишите, пожалуйста, в комментариях, сколько стоят продукты в вашем городе и вашей стране сегодня. Будет интересно сравнить. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие ролики про Вьетнам. Всем пока!